Всем привет, с вами Дэн, Атавак, новиночка, я уже много моделей Атавака вам показывал, это независимый часовой бренд из Шэньчжэня, и вот их модель Атавак Ettore Drift, я уже такую в стали показывал, более сдержанную, такую черно-стальную, если хотите, а сегодня более яркий вариант, как мне кажется, совершенно другой направленности. Если Ettore Drift в стали это, наверное, более универсальная модель, то здесь явно такая прям гоночная версия. Значит, вот такой необычный кейс, очень прикольный и космический, я бы даже сказал. Гарантийная карточка, ну и что тут у нас еще? И инструкция. Давайте их в сторонку, часы сейчас распакую и продолжим видосик. И давайте сразу пройдемся по характеристикам. Здесь стальной корпус с PVD покрытием, сапфировое стекло с внутренним антибликом, 30 метров водозащита, кожаный ремешок, суперляминовка, суперляминова на метках и стрелках, механизм АК-03, автоподзавод, модуль индикации, калибр на базе Miyota 90-15, запас хода 42 часа. И что касается размеров, давайте посмотрим. У нас здесь достаточно крупный корпус, но он удобно сидит на запястье. Сейчас покажу. Значит, 47, да. Здесь 41, высота 13,5 и ремешок на 24. От ушка до ушка 46. Ну и смотрите, мое запястье 18,5. В принципе, несмотря на размеры, посадка очень удобная, потому что корпус, в принципе-то, короткий и ушки да, почти отсутствуют, сразу загибаются вниз, и посадка у нас очень-очень удобная. Космические, такие неземные, необычные часы, про которые сразу же захочется, конечно же, поговорить. Как вы понимаете, название это Ettore, это, я так думаю, от имени Ettore Bugatti, поэтому концепция модели вдохновлялась гоночными суперкарами. И здесь в дизайне очень много разных фишек, в плане автомобилей угадываются линии, такие быстрые изгибы гоночной трассы, а также смещенная вправо индикация, как будто бы тахиметр на гоночном авто. Модель в целом смотрится спортивно, стремительно, а вот плавные обводы, они отчасти нас возвращают в классические 50-е, может быть 60-е. И знаете, вот в этой версии такой ярко-красный с черной, агрессивные прям гоночные акценты, она более вызывающая, эта версия, и, честно говоря, мне нравится, пожалуй, чуть больше. Но, наверное, все-таки главная фишка часов — это индикация времени в стиле блуждающий час, потому что здесь сложная система индикации времени с 4 стрелками, которые раньше можно было встретить только на часах класса люкс, а сейчас они есть, а Атавак предлагает за достаточно адекватные деньги. Ритейл в России где-то плюс-минус 130 тысяч рублей на эту модель. Здесь индикация времени происходит за счет часового колеса, которое делает полный оборот за 3 часа. Минуты отображены на циферблате, а часы отображаются 12 вращающимися часовыми индикаторами. Кстати, по поводу изготовления. Здесь корпус сталь до 316L, больше чем 50 этапов тонкой обработки на станках с ЧПУ. А циферблат и стрелки выполнены из меди и авиационного алюминия, и при этом ремешок из мягкой, красивой, элегантной итальянской кожи. Понятное дело, что к индикации времени нужно привыкать, как всегда в случае блуждающего часа, но, знаете, в Ettore Drift, как мне кажется, ситуация чуть проще. На мой взгляд, очень наглядная, удобная индикация. Ну, стоит с такими часами там пару деньков походить. Ну и плюс, знаете, если вы автомобильный фанат, то я думаю, то вы тоже быстро привыкнете к такой индикации, она удобная. Мне нравится объемность циферблата, он действительно такой живой, вызывает ассоциации с автомобильными приборами прошлого, а с другой стороны, как бы это ни странно звучало, на таком контрасте с будущим. Да, и как-то мне даже пришла в голову идея, что такие часы, наверное, мог бы носить герой Брюса Уиллиса в «Пятом элементе». Что касается отделки, то здесь, ну, как всегда, у Атавак все просто на высочайшем уровне. Это касается и корпуса, и механизма, дискастомный ротор, да, у нас, и, конечно же, циферблата. Очень сложный, очень объемный, прекрасно исполненный циферблат. И главное, что нет, наверное, тех мест, про которые бы Атавак забыл. То есть здесь все, каждая маленькая деталька, каждый нюанс, это все очень тщательно проработано. В принципе, понятно, что эти часы нельзя назвать дешевыми, а они стоят своих денег, потому что это уникальная модель, это качество, высочайшая эстетика.
И если мы поговорим о том, сколько стоит блуждающий час у легендарных брендов, тут же Урверк, да, с которого, в принципе, пошли все эти блуждающие часы, так он продает свои часы за 7-10 миллионов рублей и больше. Поэтому здесь, как говорится, выбор за вами. Ну и, собственно, как здесь понимать время? Да? У нас есть стрелка, которая указывает на часы, а здесь по шкале у нас минуты. 7 часов 00 минут, 7 часов 05 минут, 10, 15, дальше 30, 35, 55, 60, 8 часов, дальше 8:30, 8:55, 9 часов и так далее. Все, 10, 11, 12 и дальше 1 час. Элементарно, красиво, очень удобно, на мой взгляд, и весьма наглядно. По весу здесь 111 грамм на ремешке. Да, объемный здесь циферблат, глубина чувствуется, глубина проработанная. Глубина, кстати, помогает шкалу разместить отдельно от цифровых надписей. И за счет этого читаемость становится еще лучше. Кстати, заводная головка здесь слева, поэтому носить удобнее, она мешается меньше. Ну что ж, вот такая необычная, уникальная модель с блуждающим часом. Здесь классная индикация, здесь классный дизайн. Это часы, о которых стоит поговорить, о которых хочется поговорить. Которые, конечно же, подойдут не каждому, но уникальные часы такими и должны быть, на мой взгляд. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.